Перенесемся во Флориду. В этом южном американском штате на каждые 14 жителей приходится один аллигатор. При таком соотношении встречи с хищниками не избежать. А такие встречи, как известно, не всегда заканчиваются хэппи-эндом. Несмотря на это, наш корреспондент Стэн Грунский решил познакомиться с рептилиями поближе и даже подержал аллигаторов в руках. Вот так выглядят знаменитые флоридские болота. В них живет примерно 1,5 миллиона аллигаторов. А местные жители, как мы, передвигаются вот на таких катерах-амфибиях, которые способны разгоняться до 170 км в час. На такой скорости аллигаторы не страшны, но стоит остановиться, как тут же появляется один из них. Сделав несколько кругов вокруг катера, он ныряет под воду, где эти рептилии могут проводить, не всплывая на поверхность, несколько часов. О кровожадности этих хищников ходит много легенд. Когда они рождаются, каждый хочет их съесть. И первый инстинкт у них не укусить, а убежать. Их хотят съесть все – рыбы, птицы, черепахи и даже сами аллигаторы. И первые пару лет своей жизни они на самом дне пищевой цепочки. Наш проводник Люк вырос в этих местах. Он шутит, что старые бейсболки на этом дереве – туристов, которые никогда не вернулись из этих болот. Люк работает на одной из местных ферм, где разводят аллигаторов, и знает о них все. Когда люди подкармливают аллигаторов, они начинают ассоциировать нас с едой. Например, ребенок стоит на берегу залива, аллигатор подплывает к нему, надеясь поесть. Но если у тебя нет еды, тогда ты сам становишься жертвой. Страшный случай на пляже одного из отелей парка Диснея в Орландо в 2016 году. Аллигатор утащил прямо с пляжа под воду ребенка. К сожалению, его не удалось спасти. Ни в коем случае не сажайте детей на стену, гласит эта надпись. Вот этим аллигаторам уже 3-4 года, и они могут нанести вашему здоровью серьезный ущерб. Смертельный трюк. Один из сотрудников фермы удерживает своим подбородком челюсти аллигатора. Только один вид этого хищника внушает страх. Особенность в том, что аллигатору очень тяжело разжать челюсти. Даже двумя пальцами вы можете их удержать. А для челюстей большого аллигатора вам без проблем хватит лишь одной руки. Это как эспандер, но захлопываются они за 1/5 долю секунды с давлением несколько сотен килограммов на квадратный сантиметр. Почти каждую неделю во Флориде аллигаторы становятся хитом на Ютубе и в социальных сетях. Огромные рептилии прохаживаются между лунками на местном гольф-поле, переходят на красный свет дорогу, а иногда местные жители видят возле своего дома аллигаторов размером с грузовик. Люк, что ты думаешь об этом? Это реально или розыгрыш? Я лично не видел таких больших особей. Это очень редкий экземпляр. Но это абсолютно возможно. Старый аллигатор-самец, который контролирует территорию, где это было снято. Из 23 видов подобных рептилий американские аллигаторы наименее агрессивны. Например, австралийские или африканские крокодилы уже в 2 года могут атаковать и съесть 2-метрового кенгуру. А флоридских 2-летних аллигаторов вы спокойно можете держать на руках. Вот такой малыш может укусить вас, конечно, за палец очень сильно, поэтому рекомендуется держать аллигаторов именно так. Единственное место на Земле, где аллигаторы и крокодилы живут вместе, это Флорида. У крокодила острая голова и вытянутая, а у аллигатора объемная. У аллигатора 80 зубов, а у крокодила 60. Но южноамериканских крокодилов здесь совсем мало, 2000. Зато их часто можно встретить в соленой океанской воде. У крокодила, в отличие от аллигатора, такая система фильтров, что он спокойно может пить воду из океана. Иногда рыбачишь на пирсе, у тебя на удочку попалась акула, ты ее тянешь, а рядом крокодил проплывает. Аллигатор – один из символов Флориды, и большинство этих рептилий в Соединенных Штатах живут именно здесь. Кровожадность этих хищников преувеличена. Им достаточно несколько килограммов мяса, чтобы не есть целый год. И в большинстве случаев нападения их на людей во Флориде были связаны, к сожалению, с ошибками людей. Стэн Грунский, Василий Горбунов, Сергей Капуста. Специально для настоящего времени. Майами.